Are you falling? Calling you. Are you falling? Calling you. Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone. Just wanna flow, just wanna hang with the gang, but sometimes chill on my own. Just wanna do me, just wanna doze. Just wanna live and see how it goes. And the goals just keep on going, yeah. This life we live is a war. When there's love in the rave, you know. When there's love in the rave, you know. All inside you, all in the soul, 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 soul. You know when the call is. Ну что ж, хорошая новость заключается в том, что 2 дня назад я купил себе мотоцикл. Сейчас я планирую пройти первое ТО. Узнаю. Здесь такие замечательные девушки работают. Очень, кстати, отзывчивые и очень хорошо помогают. Салон прекрасный, ну, как, в принципе, все салоны. Вот стоит прекрасная Панамерика. Мотоцикл очень красивый. Ну, все покажу, но чуть-чуть позже. Через сколько мы? Уже час? Сейчас уже будем заезжать. Ну, все, супер. Сейчас заедем на первое ТО, узнаем стоимость. Еще раз и на камеру вот эту красоту, все, что надо, постепенно все заливать. Да, то есть 2,5 литра залил, у меня уже здесь он максимум был окошечко. То есть я закрутил щуп, мотоцикл запустил, немножко погонял его, поработал, сейчас он опять остановился, успокоился, масло стекло. И сейчас вот доливаем дальше, потому что если мы будем заливать сразу 3 литра, у нас все выливаться будет. Сейчас мы будем его до уровня догонять потихонечку. Здесь вот 2 уровня на щупе. Сайт, станд, на подножке смотрите этот уровень. Вот этот уровень, еще один, с другой стороны. Это уже смотреть на центральной подножке. То есть он ниже. Этот выше, то есть мотоцикл у нас будет наклонен. Масса, соответственно, сюда будет уровень изменится. То есть вот это вот на подножке станд, а это на ровной площадке. А расскажите мне про цепь. Здесь какой регламент? Как лучше? Как правильно? Ну, делать? вообще цепь смазывается каждые 500 километров. Цепь смазывается вообще, как по правилу, изнутри. Не здесь ничего не брызгаем. А вот так вот каждое звено, здесь каждое, между звеньями стоит резиновое уплотнительное кольцо. И то есть вот так вот их берем, и вот в это место... Это мы очищаем ее сейчас или смазываем? Сейчас мы ее смазываем, ее сейчас чистить, она не сильно грязная у вас. И внутренним также. Если бы она была бы сильно грязная, ну вообще грязная, но сейчас она нет, она хорошая. Мы бы ее помыли сначала керосином или соляркой и смазали. То есть вот так вот промазали, прокрутили колесо. И она потом, вот эта смазка, она вязкая становится? Она вязкой становится, да, она при помощи центробежного. А это какая-то оригинальная или какая-то? Нет, любую смазку в основном пользуются все матюлем. А вы чем пользуетесь? Можно мне показать? Аденол. А что лучше, аденол или матюль? Да нет, хоть вообще кто, если нет возможности даже под рукой смазки, кто-то даже смазывает вообще моторным маслом. Это если ты где-нибудь там Да, далеко. Если нет такой возможности. Тут еще интересный момент могу рассказать. Давайте. Кто-то вообще цепь не мажет. Я видел сегодня такого парня. Да. И потом- И он спокойно отъездил на этой цепи 30 тысяч. Мы ему поменяли цепь. Передняя звезда, кстати, в достойном состоянии. Ну, выработка уже есть, видите, звезд немножко так. Но задняя, конечно, попечальнее, потому что она более открытая, более песка на ней больше. Еще выходила. Но цепь, конечно, уже все. Цепь уже все уже так. То есть у нее ресурс получается 30. Вот он на ней 30 тысяч ходил. Вот. Вот это уже все, износ цепи. То есть цепь вот так, когда она обнимает звездочку, она вот так не должна делать. Все, понял. То есть это уже износ цепи. Причем звезды еще неплохие. Можно было бы даже еще поездить. Ну здесь меньше, но вот все равно вот. Вот. Ну, такого не должно быть. Сейчас вашу посмотрим, пойдем. То есть она здесь уже не отходит так. Не болтается. Да. Я добрался до мужского монастыря. Я сегодня замечательно, конечно, провел день. Харли Дэвидсон в Казани — это просто какие-то супер топовые ребята. Они мне все помогли, все рассказали, все, что можно, показали, всему научили. И мне уже, наверное, 3-й или 4-й человек сказал, что я обязательно должен посетить Свияжск, остров, который находится рядом с Казанью. Сейчас я быстренько вам покажу все это дело и останусь здесь на ночь.
Я так понимаю, это мужской монастырь. Но место, конечно, потрясающее. Здесь очень тихо, здесь очень спокойно. Сейчас я попробую вдоль острова проехать и посмотреть, что здесь есть. Птички поют, красота. В 70 километрах от Казани, на острове, где Свияга встречает Волгу, по воле Ивана Грозного раскинулся Свияжск, сокровище Татарстана. Крепость, возведенная за 4 недели из бревен, стала ключом к покорению Казани, сделав остров-град Свияжск оплотом русского государства. Успенский монастырь, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сияет фресками XVI века, среди которых выделяется образ святого Христофора с головой собаки, редкий памятник русской иконописи, сохранивший яркость красок. На соборе в Москве в XVII веке звероподобные образы святых были запрещены и уничтожены. Но в Свияжске фреска Христофора не кинокефальная. Мощеные улочки, конный двор, церковь Пресвятой Троицы, церковь Константина и Елены, Иоанна Предтеченский монастырь и Никольская трапезная церковь добавляют острову очарования. Раскопки, начатые в начале XX века, открыли сокровища прошлого, монеты с гербами Казанского ханства, керамику XVI века и фрагменты оружия. Реставрация конца XX века вдохнула новую жизнь в остров, сохранив его средневековый дух. Остров-град Свияжск воплощает величие средневековой Руси. Его монастыри и храмы, окруженные водами Волги, создают атмосферу духовной силы, отражая многовековую традицию православия. Архитектура острова, от деревянных церквей до каменных соборов, свидетельствует о мастерстве древних зодчих. Так, ну что ж, начнем. Начнем снимать предысторию первому сезону. 2 дня назад я приехал в Москву и купил себе Harley Davidson Pan America. Мотоцикл для длительных путешествий. Кто смотрел нулевой сезон, где я путешествовал пешком, где я прошел по древним землям реки больше 1200 километров и путешествовал 3 месяца с рюкзаком 28 килограмм, тот знает, что вот эти вот расстояния, там, ну, по 3, там, по 5 тысяч километров, они будут занимать очень большое время. То есть, грубо говоря, там, до какой-то Монголии, чтобы мне дойти, ну, мне потребуется год. Поэтому я решил взять мотоцикл. В мотоциклах, естественно, я не разбираюсь от слова совсем. За 2 дня своего путешествия, то есть вот проезда, понятно, что я ехал по платной дороге, она прямая, там нет ни колдобин, ничего, ну, надо понимать, что это мой первый опыт, и раньше я на мотоцикле не ездил, тем более на таком мощном. Соответственно, мне нужно к нему просто банально привыкнуть, так сказать, прочувствовать. И я могу сказать, что Pan America очень дружелюбный мотоцикл. То есть он, в принципе, прощает тебе какие-то вот эти вот твои мелкие ошибки. Понятно, если ты там крутанешь газ, у тебя там перебросит. Но все вот эти трекшн-контроли, АБС и вся вот эта электроника, которая присутствует в данном мотоцикле, ну, на мой взгляд, она справляется своими задачами очень хорошо. Ну, говорить, опять же, сейчас о мотоцикле, владея им 2 дня или проездив на нем там 1 неделю, ну, мне кажется, это не есть опыт. Я планирую на нем начать путешествовать, и я буду делиться своим опытом. Но это предыстория. В первом сезоне, ну, мы поедем на этом мотоцикле, попробуем его топить, попробуем его там в сугробах каких-нибудь зарыть, там еще что-нибудь, потому что мне сказали, он не любит минусовую температуру. Ну, это все надо проверить. Так что, если ты еще не подписан, подписывайся на мои каналы ВКонтакте, на Ютубе, в Телеграме. Я с такими паузами. Готово все? Да. Все, я уже бегу. Сейчас дописываю.
ставь лайки. Пиши обязательно комментарии, потому что комментарии позволяют поднимать это видео. Ну и звони в колокольчик. Будем на связи. Ну да, еще у меня по Малой Азии не до конца весь материал опубликован, так что впереди еще 5 самых замечательных серий. Там у нас будет и Книдос, и будет древний город Эфес, и будет древний город Асос. То есть там очень много полезной информации. Если ты не видел 30 серий, я рекомендую начать с последней серии про Каунас. На мой взгляд, получилось очень хорошо для человека, у которого нет опыта, и раньше он никогда ничего не снимал. И вообще это новое ремесло. Ну, а я пошел в Харли Дэвидсон. Мотоцикл мой готов. Я поставил дополнительную защиту на него. Так что я готов ехать дальше.